Глава 2126. Воссоединение с родственной душой. Выражение лица Лань Ин немного смягчилось, когда она услышала это, и она улыбнулась, когда сказала: «Хе-хе, понятно. Есть ли что-то странное в этой просьбе?» — спросил Хань Ли. «Это не так. По правде говоря, около четверти гостей, которые посещают наш дом обширного происхождения, задают точно такой же вопрос. Поэтому у нас, естественно, есть актуальная информация по этому вопросу. Однако то, что эта информация регулярно покупается, не сделает ее дешевле», — с улыбкой ответила Лань Ин. Хань Ли был в восторге, услышав это, и сразу же сказал: «Пока информация достоверна, цена не имеет значения». «Хорошо, я приложила часть информации к этой квитанции вместе с ценой. Пожалуйста, посмотрите. Если вы примете эти условия, я дам вам остальную информацию, и мы правильно завершим эту транзакцию здесь и сейчас», — сказала Лань Ин, бросив Хань Ли что-то похожее на черный камень. Хань Ли поймал камень, прежде чем прижать его к своему лбу и вложить в него свое духовное чувство. Лань Ин просто молча сидела напротив него со слабой улыбкой на лице. Примерно через 15 минут Хань Ли убрал с лба камень, и на его лице появилось просветленное выражение. Кто бы мог подумать, что в поместье городского лорда будут люди, тайно продающие большое количество кровавого риса. Судя по информации в квитанции, эта группа людей, кажется, занимает высокие посты в поместье городского лорда. Хорошо, я приму эту информацию и приму цену. Пожалуйста, сообщите мне способ связи, фея Лань. Конечно, кивнула Лань Ин, прежде чем отправить еще один камень в сторону Хань Ли взмахом рукава. Хань Ли поймал камень и только на мгновение вложил в него свое духовное чутье, чтобы определить метод контакта, а затем потер руки, чтобы превратить камень в белый порошок. После этого он перевернул руку, чтобы достать коробку из белого нефрита размером с ладонь. Предметов коробки должно быть более чем достаточно в качестве компенсации за эту информацию. «Если проблем нет, то я хотел бы спросить вас о другом», — сказал Хань Ли, бросая нефритовую коробку Лань Ин. «Буду рада помочь», — ответила Лань Ин, взяв нефритовую шкатулку в руки, затем сняла крышку и осмотрела ее содержимое, после чего на ее лице появилась довольная улыбка. «Вы знаете происхождение этого предмета?» — спросил Хань Ли, щелкнув пальцем по воздуху, и зеленая нить вылетела вперед, прежде чем вращаться вокруг прялки, затем устремилась обратно к нему, прежде чем образовать шар зеленой ци размером с горошину, который быстро вращался вокруг кончика его пальца. В следующее мгновение прялка внезапно превратилась в груду пыли с глухим стуком. И Лань Ин, и дьявольская женщина слегка изменились, увидев это. Прялка казалась чрезвычайно обыденной, но на самом деле это было дьявольское сокровище довольно высокого калибра. В противном случае Лань Ин не смогла бы столько времени прясть пряжу на этом колесе, не уставая от этого процесса. Однако реакция, которую она продемонстрировала, не была вызвана страданием от разрушения прялки. Вместо этого это было связано с тем, что прялка была изготовлена из редкого материала, известного как обугленное дьявольское дерево, и после обработки с использованием специальных методов она была практически неразрушима. Таким образом, две женщины, естественно, были очень встревожены тем, что она так легко превратилась в пыль из-за этой неописуемой полосы зеленой ци. Глаза Лань Ин слегка сузились, когда она со странным взглядом внимательно изучила зеленую ци, вращающуюся вокруг кончика пальца Хань Ли. Хань Ли почувствовал, что пучок духовного чувства Лань Ин окутал шар зеленой ци, и что она внимательно его осматривала. Дьявольская женщина также устремила свое духовное чувство к зеленой ци, и несколько мгновений спустя выражение лица Лань Ин слегка изменилось, в то время как дьявольская женщина оставалась такой же сбитой с толку, как всегда. Прямо в этот момент палец Хань Ли слегка задрожал, и шарик зеленой ци исчез в кончике его пальца. «Мои извинения, но я не могу контролировать эту штуку, поэтому я могу заставить ее покинуть свое тело только на короткие периоды времени. Однако я уверен, что у вас уже было достаточно времени, чтобы завершить осмотр. Вам удалось его идентифицировать?» — спросил Хань Ли, внимательно оценивая Лань Ин. Зеленая ци была ничем иным, как остаточной энергией, оставшейся после того, как он поглотил таинственную энергию внутри кристаллических бусин, найденных в кусках чужого дьявольского металла. Энергия внутри кристаллических бусин смогла быстро увеличить его магическую силу, но остаточная зеленая ци также вызывала у него сильную головную боль. На данный момент он запечатал его в теле своей второй родившейся души, но, видя, что этот дом обширного происхождения утверждал, что знает все, он решил спросить Лань Ин, знает ли она, что это такое. Если бы она могла дать ответ, то это, естественно, было бы идеально. В противном случае ему просто нужно было бы найти способ позаботиться об этом, как только он вернется в царство духов. Я не могу дать вам убедительных ответов, но в моей памяти есть несколько вещей, похожих на эту штуку. Однако мне придется задать вам несколько вопросов, чтобы сделать более обоснованное суждение. Не могли бы вы ответить мои вопросы, брат Хань? — спросила Лань Ин, слегка нахмурив брови.
«Конечно, давай, фея Лань», — без колебаний ответила Хань Ли. «Откуда вы взяли эту штуку? И помимо только что продемонстрированной удивительной силы, обладает ли она какими-то особыми характеристиками? Кроме того, как долго она находится в вашем теле?» — спросила Лань Ин. «Способ, которым я получил эту вещь, является секретом, поэтому я не буду раскрывать ее вам. Однако я могу рассказать вам о некоторых ее особых свойствах. Она находится во мне очень долго, меньше века», — ответил Хань Ли после краткого размышления. «Хорошо, тогда, пожалуйста, расскажи мне о его особых свойствах. Я посмотрю, смогу ли я сделать окончательное суждение на основе этого», — ответила Лань Ин. На лице Хань Ли появилась слабая улыбка, но как только он собирался что-то сказать, выражение его лица внезапно слегка изменилось, и он внезапно замолчал. Увидев это, на лице Лань Ин появился намек на недоумение, но прежде чем она успела задать какие-либо вопросы, женщина рядом с ней внезапно шагнула вперед и схватила белый талисман из ниоткуда. Женщина ненадолго вложила свое духовное чувство в талисман, прежде чем немедленно повернуться к Лань Ин. Она быстро проговорила: «Юная госпожа, к нам пришла молодая госпожа Вайлет, и она уже внизу». Услышав это, на лице Лань Ина появился намек на восторг, но он быстро сменился выражением беспокойства. «Ах, сестра Вайлет! Почему она здесь? Может быть, мое предсказание оказалось неверным. Вы приказали всем предоставлять бесплатный проход молодой госпоже Вайлет всякий раз, когда она приходит в гости, так что она уже вот-вот достигнет этого уровня», — сказала женщина, взглянув на Хань Ли. «Я могу пока пойти в другое место, если ты развлекаешь гостя, фея Лань», — сказал Хань Ли, вставая на ноги. «В этом нет необходимости. Сестра Вайлет мой хороший друг, и она должна быть здесь, чтобы задать мне несколько вопросов. Это не должно касаться никаких секретов, так что вы можете просто подождать здесь», — ответила Лань Ин. Хань Ли не стал форсировать этот вопрос и просто кивнул в ответ. Через несколько мгновений на лестнице снаружи раздался звук легких шагов, и в комнату проник восхитительный голос, похожий на небесную музыку. «Инер, ты должна дать мне объяснение. Я заплатила такую высокую цену за твое гадание, но сегодня последний день, который ты оговорила, и я до сих пор не видела человека, которого хочу увидеть. Если да, то тебе придется несколько раз вернуть лекарства, которые я тебе дала». Как только голос стих, наверху лестницы появилась стройная молодая женщина, окутанная слоем черного тумана. Сквозь черный туман было видно, что у женщины была пара очаровательных глаз, прекрасных, как звезды, и она была одета в длинное пурпурное платье. В настоящее время она весело хихикала, так что было ясно, что она пошутила. Как только Хань Ли увидел женщину, все его тело резко напряглось, как будто его ударило током. Волнение и экстаз заполнили его глаза, но затем сменились намеком на нерешительность. Женщина в фиолетовом, естественно, тоже заметила Хань Ли, и в ее глазах тоже появился намек на замешательство. «Сестра Лань, кто это?» — спросила женщина в фиолетовом. При виде растерянного лица этой сестры Вайлет у Лань Ин внезапно возникла мысль, а в ее глазах также появился намек на недоверие. «Это уважаемый гость нашего дома обширного происхождения, уважаемый Даос Хань. Его база совершенствования не меньше, чем у тети Чжу. Вы встречали его где-то раньше, сестра Вайлет?» «Что? Его фамилия Хань?» Женщина в фиолетовом слегка вздрогнула и начала еще более внимательно изучать Хань Ли. Последний след сомнения в сердце Хань Ли был стерт, когда он увидел это, и он сделал глубокий вдох, прежде чем взмахнуть рукавом по воздуху, посылая вспышку лазурного света к своему телу. Раздалась череда тресков и хлопков, и он стал немного ниже, а черты его лица превратились в черты обычного молодого человека лет 20 с небольшим. «Давно не виделись, фиолетовый дух, ты хорошо себя чувствуешь?» — спросил Хань Ли нежным голосом. Женщина в фиолетовом безучастно смотрела на Хань Ли, как будто она была полностью опьянена его видом. В то же время пурпурный туман вокруг нее рассеялся, обнажив несравненно великолепные черты лица. Ее лицо было слегка бледным, но ошибиться было нельзя. Она была никем иным, как родственной душой Хань Ли из человеческого мира, фиолетовым духом. Однако ее аура резко изменилась, и она не только культивировала дьявольские искусства, но и достигла поздней стадии пространственной закалки. Глава 2127. Ученик Лю Цзи. Теперь Хань Ли понял, что знакомая фигура, которую он видел в городе Голубого водопада, была никем иным, как фиолетовым духом, но он просто убедил себя, что это была не она из-за резкого изменения ее ауры. Проведя несколько романтических месяцев с Хань Ли все эти годы назад, она полностью исчезла, и, если не считать Нангун Ван, она определенно была женщиной, о которой Хань Ли думал больше всего. Теперь, когда он неожиданно встретил ее в царстве старших дьяволов, его сердце, естественно, наполнилось восторгом. «Я не думал, что когда-нибудь снова увижу тебя после того, как войду в наше святое царство, брат Хань.
Даже сейчас я задаюсь вопросом, не мечтаю ли я снова, потому что я так скучаю по тебе, сказала фиолетовый дух нежным голосом, и сердце Ханьли слегка забилось от боли, когда он услышал это. На его лице появилась кривая улыбка, когда он сказал: «Я тоже присматривал за тобой с тех пор, как вознесся, но мне не удалось найти никаких новостей о тебе. Я никогда не думал, что ты будешь в царство старших дьяволов». Однако, пока они разговаривали, он внезапно взглянул на Лань и на дьявольскую женщину, и в его глазах промелькнул холодный взгляд. Выражение лица дьявольской женщины слегка помрачнело, когда она увидела это, и она шагнула вперед, чтобы встать перед Лань-Ин. Лань-Ин сразу поняла, что происходит, и махнула рукой в сторону женщины со слабой улыбкой, когда она сказала: «Значит, это тот человек, о котором вы думали день и ночь, сестра Вайлет? Я думала, что он должен быть чрезвычайно красивым, чтобы влюбить вас в него. Если бы не мое гадание, вы бы сегодня не появились, и вы двое не воссоединились бы. Вы собираетесь убить сваху теперь, когда встреча состоялась. Прекрати нести чепуху, глупая девчонка. Твое гадание сработало только благодаря чистой случайности. Это не в счет. Брат Хань, не нужно беспокоиться о том, чтобы заставить их замолчать. Инер мой очень близкий друг, и она никоим образом не выдаст вашу личность. Кроме того, дом обширного происхождения не является силой, которая является локальной для царства старших дьяволов. Вместо этого у него есть филиалы, разбросанные по нескольким царствам, и есть более 10 резервных домов. У них даже есть филиалы в человеческом мире. В противном случае дом обширного происхождения не стоял бы столько лет под пристальным вниманием стольких священных предков, объяснила фиолетовый дух. Услышав это, Хань Ли резко вздохнул, и на его лице появилось недоверчивое выражение. У них есть филиалы в нескольких мирах? Почему я никогда не слышал о доме обширного происхождения в человеческом мире? Это здесь мы известны как дом обширного происхождения, но мы, естественно, собираемся использовать разные названия в разных мирах. В противном случае кто-то, путешествующий по нескольким мирам, легко сможет установить связь, сказала Ланин с намеком на улыбку на ее лице. Понятно, простите меня за самонадеянность, сказал Ханли, сложив кулак в извиняющемся приветствии. Лань Ин открыла рот, чтобы сказать что-то еще, но фиолетовый дух внезапно вмешалась. Не обвиняй брата Ханя в излишней осторожности, Инер. Он не знает о наших отношениях, поэтому неудивительно, что он рассматривает ситуацию с осторожностью. Я никогда не думала, что наступит день, когда сестра Вайлет будет ценить любовь больше, чем дружбу. Ты только что воссоединилась со своим старым любовником и уже выгораживаешь его, сказала Лань Ин с веселой улыбкой. В присутствии фиолетового духа ее спокойная и непоколебимая внешность полностью исчезла, и теперь она больше походила на озорную маленькую девочку. Что за ерунду ты сейчас несешь? Фиолетовый дух посмотрела на Лань Ин, когда на ее лице появился румянец. Лань Ин лишь улыбнулась в ответ и внезапно сменила тему. Я уверена, что вы двое хотели бы обсудить много вещей, так что тетя Джу и я пока отдохнем на 5-м этаже. Мы вернемся вниз после того, как вы двое закончите наверстывать упущенное. Но будьте осторожны с ограничениями дома обширного происхождения, поэтому я бы посоветовала вам сначала активировать ограничения, прежде чем обсуждать что-либо еще. Вот значок ограничения для этого уровня. Говоря это, Ланин поднялась на ноги, затем взмахнула рукавом, чтобы выпустить значок, окутанный шаром белого света. «Прими мою благодарность, Инер», — сказала фиолетовый дух, с ликованием хватая значок. «Тогда я ухожу». Ланин сделала легкий реверанс, прежде чем подняться наверх с дьявольской женщиной. Они вдвоем вошли в комнату со старинной обстановкой на 5-м этаже, и Лань-Ин с задумчивым взглядом села на стул, а рядом с ней стояла дьявольская женщина. «Что вы думаете об этом Даоси Хане, тетя Джу?» — внезапно спросила Лань-Ин. «Какой конкретно аспект вы имеете в виду?» — растерянно спросила женщина. «Давайте сначала поговорим о его силах. Как вы думаете, он культиватор стадии интеграции тела, который сеет хаос по всему нашему священному царству с помощью этой фальшивой бессмертной марионетки?» — спросила Лань-Ин. «Он человек-культиватор, и его фамилия Хань, поэтому они, скорее всего, одно и то же лицо. Что касается его способностей, я чувствую, что его аура чрезвычайно сложна, и он определенно необычный культиватор стадии интеграции тела. Кроме того, я чувствую, что он очень опасен и определенно убил много людей», — ответила женщина. «В таком случае, даже если мы сбрасываем со счетов эту фальшивую бессмертную марионетку, было бы очень полезно попытаться завербовать его», — размышляла Лань-Ин. «Это действительно было бы замечательно для нас. Учитывая, что он хороший друг юной госпожи Вайлет, я уверена, что завербовать его будет несложно», — сказала женщина с улыбкой. «Я так не думаю», — покачала головой Лань-Ин. «Почему это?» — спросила женщина. «Сестра Вайлет и я действительно очень близки, но это не значит, что мужчина тоже считает нас близкими друзьями.
Я мало общалась с ним, но могу сказать, что он обладает огромной психологической стойкостью и определенно нелегко поддается влиянию таких вещей, как отношения и эмоции. Если мы хотим подружиться с ним, мы должны предложить ему некоторые практические преимущества. Очень хладнокровно проанализировала Лань Ин. Раньше, когда старая хозяйка дома была жива, она всегда хвалила твой непревзойденный интеллект. Я уверена, что ты делаешь правильное суждение. Но что мы можем предложить, что привлекло бы внимание культиватора поздней интеграции тела, такого как он? Сказала женщина, нахмурив брови. Вы забыли о нашем роде деятельности, тетя Джу? Возможно, мы не сможем предложить ему какие-либо ценные сокровища, но так получилось, что у нас есть огромная услуга, которую мы предложить ему, не так ли? Лань Ин ответила с улыбкой. Услышав это, на лице женщины появилось просветленное выражение. Вы не имеете в виду. Тем временем фиолетовый дух читала заклинание, размахивая своим значком в воздухе, и весь 4-й этаж павильона был окутан разноцветным световым барьером. Затем фиолетовый дух спрятала значок в рукав, после чего Хань Ли спросил. «Я помню, что ты не культивировала дьявольские искусства в человеческом мире. Фиолетовый дух, как ты поднялась в царство старших дьяволов и культивировала это дьявольское искусство? И достигла такого уровня за такое короткое время? Это длинная история. Мне больше интересно узнать, брат Хань, ты ли человек-культиватор, который недавно перевернул наше святое царство с ног на голову?» Сказала фиолетовый дух с веселой улыбкой. Пока нет другого культиватора-человека, который вошел в царство старших дьяволов и устроил масштабное зрелище. Тогда это, похоже, я, ответил Хань Ли с кривой улыбкой. Так это действительно ты. Я слышала, что ты не только на пике поздней стадии интеграции тела, но и обладаешь гигантской марионеткой-крабом, которая сильнее, чем даже большинство священных предков. Это правда. Восторженно спросила фиолетовый дух. Слухи немного преувеличены, но в основном они основаны на правде. Гигантская марионетка краба в настоящее время сопровождает меня в моем путешествии, но я не ее хозяин и не могу напрямую контролировать ее, ответил Хань Ли с улыбкой. Подумать только, что ты достиг вершины великого вознесения за такое короткое время. Я уверена, что ты пережил много трудностей и опасностей с тех пор, как мы в последний раз встречались, верно? Виолетта вздохнула. Да, но мне удалось пережить шторм и совершенствоваться до этого момента, так что эти трудности, по крайней мере, не были вынесены напрасно. Я чувствую, что дьявольская ци в твоем теле чрезвычайно чиста, ты не за горами от совершения прорыва к стадии интеграции тела, верно? Обеспокоенно спросил Хань Ли. В самое позднее время я попытаюсь совершить прорыв к стадии интеграции тела. Это должно произойти не позднее, чем через 100 лет. Но я даже не могу сравниться с тобой. С тех пор, как я прибыла в царство старших дьяволов, мне дали все ресурсов, которые мне могут когда-либо понадобиться для моего совершенствования, и даже таблетки, необходимые для совершения прорыва на стадии интеграции тела, были приготовлены для меня заранее, ответила фиолетовый дух. Хань Ли слегка запнулся, услышав это, прежде чем сразу же спросить. А кто предоставил тебе все эти ресурсы? У них должен быть какой-то скрытый мотив. Я уверена, что ты уже слышал о священном предке Лю Цзи, верно? Виолетта вздохнула. Конечно, она одна из 3 дьявольских патриархов. Сказав это, я никогда не встречал ее лично. Это она поддерживает твое совершенствование. Спросил Ханли, его глаза слегка сузились. Верно, сейчас я ее 7-я и самая младшая ученица. Меня называют ее ученицей, но на самом деле я, скорее всего, просто резервный клон, ответила Вайлет. Выражение лица Ханли резко изменилось, когда он услышал это, и в его глазах появилось яростное выражение. Резервный клон. Она наложила ограничение на твое тело. Глава 2128. Кризис фиолетового духа. Это не фактическое ограничение. Но дьявольские искусства, которые я совершенствую, были созданы ею, поэтому она, естественно, приняла некоторые меры предосторожности. Если моя база совершенствования однажды не превзойдет ее, она может лишить меня всей моей базы совершенствования с помощью только одной мысли. Кроме того, Лю Цзи сообщила мне о своих намерениях сделать меня резервным клоном. И я согласилась на этот путь, так что я действительно не могу ее винить. Без ее помощи я бы даже не смогла вознестись. Я бы уже погибла в человеческом мире в этот момент, печально вздохнула фиолетовый дух. Что с тобой случилось? Как священный предок Лю Цзи помог тебе в твоем вознесении? Спросил Хань Ли. В человеческом мире я была ограничена своими способностями и не могла перейти к стадии трансформации божества. У меня не было выбора, кроме как начать путешествовать по всем секретным областям человеческого мира в поисках духовных лекарств, которые помогут мне прорваться через узкое место.
Я думала, что, по крайней мере, я смогу найти некоторые мощные защитные сокровища, и я бы рискнула отправиться в пространственный узел до того, как закончится моя жизнь. Однако после поисков в течение нескольких столетий я не нашла подходящих духовных лекарств или сокровищ, а вместо этого наткнулась на древний дьявольский алтарь и непреднамеренно активировала его, сказала фиолетовый дух с покорной улыбкой. «Может быть, ты связалась со священным предком Лю Цзи через алтарь?» — спросил Ханли, когда в его глазах появилось просветленное выражение. Процесс был не таким уж простым, но да, это был конечный результат. Пучок духовного чувства Лю Цзи спустился в человеческий мир через алтарь, и с его помощью я ввела остаточную дьявольскую ци в секретную область. В свое собственное тело. Тем самым переключившись на дьявольское искусство совершенствования. В результате я смогла быстро перейти к стадии трансформации божества, и легкость, с которой был совершен прорыв, была для меня поразительной. По словам Лю Цзи, я обладаю чрезвычайно редким телосложением инской девы, означающее, что я фактически была рождена, чтобы стать дьявольским культиватором. Вот почему она помогла мне подняться в царство старших дьяволов. Если бы нормальный человек-культиватор смог связаться с ней, она просто проигнорировала бы их. Только после того, как я поднялась в царство старших дьяволов и встретила Лю Цзи, я узнала, что она помогла мне только для того, чтобы я могла стать для нее резервным клоном, сказала Вайлет. В таком случае тебе не нужно было соглашаться стать ее ученицей. Что касается твоего долга за роль, которую она сыграла в твоем восхождении, тебе просто придется отплатить ей каким-то другим способом в будущем, сказал Ханли с мрачным выражением лица. Все было не так просто. В то время она дала выбор: либо она лишит меня дьявольской ци и дьявольского искусства совершенствования, тем самым снова превратив меня в культиватора низкого уровня, или я должна была стать ее седьмой ученицей и резервным клоном. Она очень ясно дала понять, что из-за ограничений в искусстве совершенствования, которые она использовала, у нее могло быть только 6 клонов, включая ее истинное тело. Поэтому, если ничего не случится ни с одним из ее клонов, тогда мне не нужно было бы беспокоиться. С высоким статусом Лю Цзи как дьявольского матриарха, даже ее клоны, как правило, в безопасности, так что есть хороший шанс, что я просто продолжу действовать как ее ученица. Ее старшая ученица уже достигла вершины поздней стадии интеграции тела и прожила десятки тысяч лет, не заменяя ни одного из клонов Лю Цзи. Если бы она не нуждалась бы в клонах, то тогда мы действительно были бы свободны. До этого она снабжала нас всеми необходимыми ресурсами для совершенствования, которые нам требовались. Насколько я знаю, царство старших дьяволов гораздо более опасное место, чем человеческий мир и царство духов, поэтому каждый год в поисках ресурсов для совершенствования гибнет бесчисленное количество высококлассных дьявольских существ. Если бы ты был в том же положении, что и я, что бы ты выбрал, брат Хань? Спросила Вайлет со слегка удрученным выражением в глазах. Выражение лица Ханьли слегка изменилось, когда он услышал это, и он поднял голову к небу и слабо вздохнул. «Я всегда восхищалась твоей решительной силой воли. Возможно, будь ты на моем месте, ты бы действительно сделал другой выбор. Однако, с одной стороны, мне пришлось бы вернуться к исходной точке и бороться за выживание в опасном царстве старших дьяволов, в то время как, с другой стороны, я могла бы, по крайней мере, прожить десятки тысяч лет, не беспокоясь о ресурсах для совершенствования. Я просто не могла сопротивляться искушению. Седьмая ученица. Я заработала себе репутацию в царстве старших дьяволов, и теперь у меня даже есть собственные подчиненные, вздохнула фиолетовый дух. Неудивительно, что ты приняла такое решение. Я, скорее всего, поступил бы так же. Однако ты не можешь просто так прожить остаток своей жизни. Ты не изыскивала никаких способов избежать этих ограничений? Спросил Ханли. Вайлет явно уже обдумала это, и на ее лице появилась кривая улыбка. 6 учеников выше меня — все существа стадии интеграции тела. Если бы был способ избежать контроля Лю Цзи, они бы давно это сделали. Кроме того, Лю Цзи — дьявольский матриарх с бесчисленным количеством подчиненных, желающих выполнять ее приказы. Даже если бы мы могли вырваться из-под ее контроля, как долго мы смогли бы прятаться? Единственный способ — это бежать в другое царство, но без изобилия дьявольской ци здесь, в царстве старших дьяволов, мои дьявольские искусства были бы полностью разрушены. Мало того, что у меня не будет шансов добиться дальнейшего прогресса. Есть очень хороший шанс, что моя база совершенствования может резко упасть. Это действительно очень хлопотно, но есть довольно рискованное решение, сказал Ханьли с задумчивым выражением в глазах. У тебя есть решение этой ситуации, брат Хань? Забудь об этом. Ты действительно достаточно силен прямо сейчас, но ты все еще не можешь бороться с такими, как Лю Цзи. Пожалуйста, не подвергай себя опасности ради меня, сказала Вайлет, озабоченно покачав головой. Для меня действительно было бы невозможно бороться с Лю Цзи прямо сейчас, но моя база совершенствования не просто останется в застое. Дай мне немного времени, у меня есть некоторая уверенность, что я смогу перейти к великому вознесению.
когда это время придет, я буду, по крайней мере, близок к тому, чтобы сравняться с Лю Цзи в бою, и тогда я смогу вести с ней переговоры», — сказал Хань Ли с холодной улыбкой. «Ты уверен, что достигнешь стадии Великого Вознесения?» У фиолетового духа уже была очень высокая оценка сил Хань Ли, но она все еще была ошеломлена этим, и даже ее голос слегка дрожал. «У меня должен быть приличный шанс», — ответил Хань Ли с уверенной улыбкой. Фиолетовый дух какое-то время безучастно смотрела на Хань Ли, прежде чем мягко ответить. «Ты не из тех, кто делает необоснованные заявления, поэтому я определенно верю в тебя. Но давай обсудим этот вопрос после того, как ты достигнешь стадии Великого Вознесения. Придет время, ты сможешь прорваться сквозь пространство и с легкостью войти в царство старших дьяволов». Хань Ли на мгновение обдумал ситуацию, прежде чем решил, что это действительно то, что он не сможет решить в ближайшем будущем, поэтому он мог только подавить собственное беспокойство. «Хорошо, твоя текущая база совершенствования не очень высока, поэтому, даже если один из клонов Лю Цзи падет, ты не будешь следующей в очереди, чтобы заменить его, так что тебе пока придется подождать меня». «Я понимаю». «Спасибо. Мы обсуждали меня все это время. Почему бы тебе не рассказать мне о своем опыте, брат Хань? Ты продвинулся к поздней стадии интеграции тела за такое короткое время. Духовное царство было гораздо более впечатляющим, чем мое. Фиолетовый дух сменила тему, пытаясь отвлечь Хань Ли от его забот. Хан Ли слегка запнулся, услышав это, прежде чем ответить с улыбкой. «У меня действительно было много интересных событий в царстве духов». Таким образом, он начал рассказывать о своих переживаниях после прибытия в царство духов через пространственный узел. Конечно, были некоторые секреты, о которых он намеренно не упоминал. Фиолетовый дух была полностью очарована его фантастическим рассказом и необычайными и опаснейшими приключениями. Она демонстрировала широкий спектр реакций в ответ на опыт, описанный Хань Ли. После того, как Хань Ли закончил свой собственный рассказ, Фиолетовый дух также рассказала ему о своем пребывании в царстве старших дьяволов, а также рассказала ему о том, как она познакомилась с Лань Ин. Только тогда Хань Ли узнал, что Фиолетовый дух однажды случайно спасла жизнь Лань Ин, поэтому они стали такими близкими, как сестры. Внезапно Хань Ли пришла в голову мысль, и он спросил Фиолетового духа, о чем она попросила Лань Ин провести гадание. Однако, услышав это, Виолетта сильно покраснела и отказалась говорить ему, несмотря ни на что. Ее проявление смущения было уже достаточно, чтобы все рассказать Хань Ли, поэтому он просто улыбнулся и больше не вникал в этот вопрос. Вместо этого он спросил, есть ли у Ланин способ помочь фиолетовому духу решить ее затруднительное положение, в ответ на что фиолетовый дух смиренно покачал головой. Даже дом обширного происхождения был бессилен что-либо сделать, когда дело касалось дьявольского матриарха. Бывшим хозяином дома обширного происхождения была бабушка Лань Ин, которая скончалась во время несчастного случая, поэтому Лань Ин так быстро получила бразды правления. Тем не менее, многие из высококлассных могущественных существ дома обширного происхождения погибли во время того же инцидента, поэтому дом обширного происхождения в настоящее время находился в крайне слабом состоянии. В противном случае, если бы дом обширного происхождения был на пике своей силы, даже Лю Цзи отнеслась бы к этому весьма осторожно, и, возможно, она была бы открыта для освобождения фиолетового духа от своих обязательств, если бы дом обширного происхождения вмешался в это дело. Хань Ли кивнул в ответ, услышав это объяснение. Таким образом, они вдвоем болтали почти полдня, обсуждая вопросы, связанные с совершенствованием и повседневной жизнью. Они были полностью поглощены своим разговором и совершенно не замечали течения времени. Спустя долгое время пятицветный световой барьер, окутывающий комнату, внезапно задрожал, и в комнате прозвучал голос Лань Ин. «Вы двое закончили болтать? Уже ночь, поэтому наш дом обширного происхождения скоро закроется. Брат Хань, что касается вопроса, который вы задали мне ранее, хотите ли вы получить ответ на него сейчас?» Глава 2129. Истинный свет 5 элементов инь-ян. Похоже, мы болтали слишком долго, и сестра Лань стала нетерпеливой. «Кстати, почему ты сегодня пришел в дом обширного происхождения? Ты столкнулся с какой-то непреодолимой проблемой?» Обеспокоенно спросила Вайлет. «Вовсе нет, моя основная цель приезда сюда уже достигнута. Я просто спросил кое-что у феи Лань мимоходом», — небрежно ответил Хань Ли. «В таком случае я деактивирую ограничения, чтобы вы могли поговорить с ней», — ответила Вайлет, с облегчением кивнув. Хань Ли, естественно, не возражал против этого, и фиолетовый дух снова вызвала значок ограничения, прежде чем взмахнуть им в воздухе. Световой барьер вокруг них мгновенно разрушился, и вскоре с 5-го этажа появилась улыбающаяся Лань Ин вместе с дьявольской женщиной. После этого Хань Ли раскрыл Лань Ин некоторые особые характеристики таинственной зеленой ци в своем теле.
Как и ожидалось от мастера дома обширного происхождения, несмотря на то, что база совершенствования Лань Ин не была такой уж выдающейся, она обладала необычайным богатством знаний и опыта и быстро смогла определить, что такое зеленая ци на основе описанных характеристик. Вы говорите, что это гибельная инь-ци, заключенная в истинном свете 5 элементов инь-ян? Хань Ли чуть не подпрыгнул со своего места, услышав ответ Лань Ин. Похоже, брат Хань, вы также слышали об истинном свете 5 элементов инь-ян. Я не могу сказать с абсолютной уверенностью, но я вполне уверена, что это именно так. Я знаю, что такое быть слитым с истинным светом 5 элементов инь-ян. И он даже известен как мать всех искусств. Однако, если этот истинный свет слишком долго оставался глубоко внутри области глубокого инь, то есть шанс, что он превратится в этот зловещий инь-ци. По-видимому, когда-то был дьявольский патриарх, который обладал истинным светом 5 элементов инь-ян. Но это было в очень далекие и древние времена. После того, как его дьявольское искусство соединилось с этим истинным светом, его силы были увеличены настолько значительно, что даже два других патриарха вместе взятые не могли ему противостоять, и он почти правил всем царством старших дьяволов. Однако он исчез при загадочных обстоятельствах во время путешествия в альтернативное царство. В противном случае царство старших дьяволов могло бы полностью отличаться от того, каким оно является сейчас, сказал Лань Ин. Я видела некоторые записи об этом в древнем дьявольском томе, который я читала. Однако главная причина, по которой этот дьявольский патриарх смог почти завоевать все царства старших дьяволов, заключалась в дьявольском искусстве, которое он культивировал. Оно было известно как дьявольское искусство номер 1 во всем царстве старших дьяволов, и бесчисленное количество людей культивировали его, но никто не смог культивировать его в такой степени, как тот патриарх. Ян — истинный свет, неудивительно, что в то время он был совершенно непобедим. Как тебе удалось войти в контакт с этим зловещим инь-ци, брат Хань? Ты уже сталкивался с истинным светом 5 элементов инь-ян? Я слышала, что этот свет не имеет заданной формы. Это может быть камень или кусок из дерева или чего угодно, что только можно себе представить, сказала фиолетовый дух. Я вообще не сталкивался с истинным светом 5 элементов инь-ян. Это гибельная инь-ци — это нечто, вошедшее в мое тело из куска руды, который я добыл, и с тех пор я не могу избавиться от него, сказал Хань Ли с кривой улыбкой, но сердце его было полно бурных эмоций. Истинный свет 5 элементов инь-ян был способностью, которой должна была обладать одна из 5 крайних гор. Однако этот истинный свет давно исчез из царства духов, поэтому эта крайняя гора была той, на которую он меньше всего надеялся. Он никогда не думал, что найдет зацепки, связанные с этим, в царстве старших дьяволов. Несмотря на то, что он был все еще далек от того, чтобы фактически отследить истинный свет 5 элементов инь-ян, это вселило в него намек на надежду, которой раньше не было. Казалось, что ему придется остаться в царстве старших дьяволов еще какое-то время. Имеет смысл, что вы получили его из куска руды, хотя истинный свет 5 элементов инь-ян не был замечен в царстве старших дьяволов в течение многих лет. Время от времени обнаруживаются куски руды, которые содержат гибельную инь-ци. Однако силы, которые обнаружили такие куски руды, копали глубже в первоначальном месте, но не смогли ничего найти. Предполагается, что когда-то в подземной области поблизости находился истинный свет 5 элементалей инь-ян, но по какой-то неизвестной причине он, кажется, переместился в другое место. Кусок руды, который вы получили, скорее всего, происходит из одного из этих регионов, брат Хань, ответила Лань Ин с задумчивым выражением в глазах. Есть ли какой-либо вред от того, что эта штука в организме находится в течение длительного времени? И есть ли способ избавиться от нее? Поспешно спросила фиолетовый дух. Для некоторых людей, которые используют особое искусство совершенствования в нашем царстве старших дьяволов, эта зловещая инь-ци чрезвычайно ценна, хотя она медленно вызывает атрофию его меридианов. Тем не менее, нет необходимости слишком беспокоиться. В прошлом были другие, которые также страдали от той же проблемы, поэтому была изобретена очищающая мантра, которая могла позволить напрямую очистить этот зловещий инь-ци, уверенно ответила Лань Ин. Выражение лица фиолетового духа немного смягчилось, когда она услышала это, и она спросила с улыбкой. Ваш дом обширного происхождения всегда собирал все виды искусства совершенствования и секретной техники, поэтому я уверена, что у вас есть копия этой мантры, верно? На самом деле у меня нет этой мантры. Она чрезвычайно специфична, поэтому очень немногие люди смогут ее использовать. Поэтому наш дом обширного происхождения не удосужился попытаться получить ее. Тем не менее, я знаю, у кого есть эта мантра. Но если ты хочешь получить ее... На лице Лань Ин появилось нерешительное выражение, и ее голос тут же замер. «Эту мантру очень трудно получить?» — спросил Хань Ли. По правде говоря, мантра в настоящее время находится во владении культиватора поздней стадии интеграции тела. Его личность чрезвычайно неустойчива, а его силы превосходят даже тетю Чжу. Наш дом обширного происхождения имел дело с ним несколько раз, и мы можем войти с ним в контакт.
«Но я не могу гарантировать, что мы сможем получить от него мантру», — ответила Лань Ин. «Все в порядке, пока ты можешь связаться с ним, я заплачу ему любую цену, которую он попросит. Я уверен, что он не упустит такую возможность, просто чтобы держаться за бесполезную мантру», — сказал Хань Ли с улыбкой. «В таком случае я свяжусь с ним и дам вам ответ», — кивнула Лань Ин. Фиолетовый дух тоже вздохнул с облегчением, услышав это. «Брат Хань, разве вы не должны предложить мне некоторую компенсацию за решение такой серьезной проблемы?» С улыбкой спросила Лань Ин. «Конечно, сколько дьявольских камней вы хотите?» Хан Ли тоже ответил с улыбкой. «Забудь об этом, поскольку ты знаком с сестрой Вайлет, я отказываюсь от гонорара, требуемого в этом случае», — сказала Лань Ин. Хань Ли был несколько ошеломлен, услышав это, но, на мгновение обдумав ситуацию, кивнул с улыбкой и сказал: «В таком случае я приму ваше любезное предложение. Вы просто так соглашаетесь». Услышав это, глаза Лань Ин расширились. «Почему бы мне не согласиться на что-то подобное? Вы хотите мне сказать что-то еще?» — спросил Хань Ли с намеком на улыбку. «Я даже не получил от вас спасибо. Почему мне кажется, что я вообще не сделал вам одолжение?» Лань Ин заворчала, недовольно надувшись. Хань Ли лишь улыбнулся в ответ и промолчал. Услышав это, на лице фиолетового духа появилась веселая улыбка, и она вмешалась. «Давайте пропустим все эти глупые игры и выложим все на показ. Ты хочешь воспользоваться этой возможностью, чтобы завербовать могущественного союзника для вашего дома обширного происхождения, верно, сестра Лань?» «Брат Хань, сестра Лань мне действительно как сестра. Если возможно, пожалуйста, окажи ей свою помощь в будущем, когда это потребуется. Пока это в моих силах, я, естественно, готов оказать фее Лань свою помощь. Но позвольте мне прояснить, я не хочу иметь ничего общего с домом обширного происхождения. Я хочу только предложить свою помощь только Досу Лань», — сказал Ханли, когда на его лице появилось серьезное выражение. Лань Ин была в восторге, услышав это. «Прими мою благодарность, брат Хань. Кроме того, я не останусь в царстве старших дьяволов надолго, и как только я вернусь в царство духов, мне будет не так просто вернуться сюда», — предупредил Ханли. «Вы забыли, что наш дом обширного происхождения охватывает несколько миров? Для обычного существа на стадии интеграции тела было бы практически невозможно путешествовать между мирами, но для нас это не проблема», — с улыбкой ответила Лань Ин, и Хань Ли был несколько удивлен, услышав это. «Есть ли в вашем доме обширного происхождения сокровища, похожие на пластины, бросающие вызов звездам, или бусины фазирования царств?» — спросил Хань Ли. «Было бы невозможно достичь этого с помощью чего-то вроде пластины, бросающей вызов звездам. Как только я свяжусь с уважаемым Даасом, который владеет мантрой утончения губительной инцы, я приглашу вас прийти снова, и у меня будет все. Тем не менее, это сокровище чрезвычайно ценно даже для нашего дома обширного происхождения, и его можно использовать только определенное количество раз. Даже с этим предметом вам будет нелегко вернуться в наше царство старейших дьяволов. Так что используйте его с осторожностью», — сказала Лань Ин. Глава 2130. Королева Стимбареров. Ханли, естественно, был в восторге от перспективы получить сокровище, которое могло позволить ему путешествовать между мирами, и он сразу же ответил: «Будьте уверены, я обязательно буду использовать его с осторожностью». Лань Ин довольно кивнула, увидев серьезное выражение лица Ханли. Внезапно Ханли пришла в голову мысль, и после недолгого колебания он спросил: «Кстати, я хотел бы еще кое-что спросить у тебя, фея Лань». Лань Ин слегка запнулась, услышав это, прежде чем ответить с улыбкой: «Давай, брат Хань. Я хочу знать, почему вторжение царства старших дьяволов в царство духов отличается от прошлых вторжений. Похоже, они планируют обосноваться в царстве духов навсегда. Но после входа в царство старейших дьяволов я обнаружил, что ни один из обычных дьявольских существ ничего об этом не знает. Похоже, что все захватчики напрямую связаны со священными предками или являются дьявольскими зверями низкого и среднего уровня, которых контролируют», — торжественно сказал Хань Ли. Услышав это, выражение лиц Лань Ин и дьявольской женщины слегка изменилось. И после долгого колебания Лань Ин, наконец, ответила извиняющимся тоном: «Я знаю причину этого, но в нашем доме обширного происхождения есть правило, строго запрещающее вмешиваться в конфликты между мирами, так что я не смогу вам сказать». Хань Ли, естественно, не мог больше совать нос, услышав это, и кивнул в знак понимания. «Понятно, тогда просто притворись, будто я никогда не поднимал этот вопрос». Тем временем выражение лица фиолетового духа несколько раз менялось, прежде чем она, наконец, вздохнула. «Брат Хань, я знаю причину этого. Поэтому нет необходимости спрашивать сестру Лань об этом».
Хань Ли был в восторге, услышав это, но затем на его лице появилось серьезное выражение. Если тебе удобно мне это открыть, то это было бы здорово. А если нет, то забудь. Я уверен, что смогу сам все узнать, если немного покопаюсь. Все в порядке. Это информация, к которой должны иметь доступ только священные предки, но со временем это не может оставаться тайной. Некоторые ученики священных предков, такие как я, уже узнали об этом. Уверена, что всем высококлассным дьявольским существам в царстве не потребуется много времени, чтобы узнать о невзгодах царства старших дьяволов, с кривой улыбкой сказала фиолетовый дух. Неприятности царства старших дьяволов. Хань Ли был ошеломлен, услышав это. Сестра Лань и тетя Джу уже знают об этом, поэтому я могу раскрыть информацию здесь без проблем. Если я упущу какие-либо подробности, пожалуйста, заполните их для меня, сестра Лань, сказала фиолетовый дух. Честно говоря, мы знаем об этом бедствии не намного больше, чем ты. Все, что я знаю, это то, что если об этом не позаботиться должным образом, наше царство старших дьяволов столкнется с полным уничтожением. Все священные предки и дьявольские патриархи работают над решением этой серьезной проблемы, и вторжение в царство духов, похоже, является лишь одним из их запасных планов, сказала Лань Ин с кривой улыбкой. Хань Ли становился все более и более заинтригованным, услышав это. Это длинная история, которая началась вскоре после того, как царство старших дьяволов появилось. Говорят, что в то время во всех царствах проживало много ныне вымерших рас и существа высших царств, такие как настоящие бессмертные и настоящие дьяволы время от времени могли общаться с существами из низших царств. Однако в этот период, в, казалось бы, обычной расе древних насекомых внезапно родилась королева стимбареров. Это существо было даже более устрашающим, чем средний истинный бессмертный. Она обладала врожденным телосложением темного элемента, который может поглотить все виды энергии. Что еще более ужасно, так это ее невероятные репродуктивные способности, и все ее потомки также обладают способностью пожирать все виды энергии. Говорят, что самые страшные насекомые королевств, такие как пурпурно-полосатые золотые жуки-пожиратели, могли передать родословную королевы стимбареров, что дает им возможность пожирать все сущие. Фиолетовый дух остановилась здесь, бросив многозначительный взгляд на Хань Ли. Выражение лица Хань Ли не изменилось, когда он услышал это, но его глаза слегка сузились. Фиолетовый дух продолжила. Чуть более чем за 1000 лет эта королева стимбареров истребила всех других живых существ в своем царстве со своими миллиардами потомков. Еще через 10 тысяч лет вся энергия в этом царстве была поглощена, и оно началось рассыпаться. Однако королева стимбареров смогла телепортировать себя и своих потомков в соседнее царство прямо перед тем, как их царство было разрушено. Десятки тысяч лет спустя это царство постигло та же участь. В течение следующих почти 200 тысяч лет королева стимбареров и ее потомки опустошили несколько царств и, наконец, привлекли внимание высших царств. Каким-то образом два истинных бессмертных были посланы вниз, чтобы заманить королеву стимбареров и ее потомков в царство старших дьяволов, где произошла ожесточенная битва. Говорят, что битва почти уничтожила все это царство, и многие из опасных областей в царстве старших дьяволов остались позади в этой битве. В конце концов, все потомки королевы стимбареров были убиты, а сама королева стимбареров была тяжело ранена перед тем, как погрузиться в вечный сон двумя истинными бессмертными. Почему истинные бессмертные не убили ее вместо того, чтобы запечатать? Может быть, она недавно пробудилась? Спросил Хань Ли, нахмурив брови. Все произошло слишком давно, поэтому неясно, почему истинные бессмертные не убили королеву стимбареров. Возможно, у нее были какие-то спасительные козыри, которые сделали ее неубиваемой. А может, истинные бессмертные были тяжело ранены в тот момент, чтобы убить королеву стимбареров. В любом случае, королева стимбареров действительно пробудилась более 10 тысяч лет назад, и она произвела еще больше потомства. В настоящее время они постоянно нападают на печать, и 3 патриарха объединили свои силы, чтобы укрепить печать, а также убить бурильщиков, пробравшихся через трещины, но они только оттягивают неизбежное. Стимбареры не берут ни пленных, ни рабов. Поэтому, как только королева стимбареров освободится от печати, царство старших дьяволов будет обречено. «Это беда, с которой мы сейчас сталкиваемся», сказала фиолетовый дух с обеспокоенным выражением лица. Если бы эта королева стимбареров действительно уничтожила царство старших дьяволов, разве царство духов не было бы следующим? Спросил Хань Ли, когда выражение его лица значительно помрачнело. Есть несколько миров, соседствующих с царством старших дьяволов, включая царство духов. Поэтому, если царство старших дьяволов будет уничтожено, действительно будет шанс, что царство духов будет следующим. Даже если это окажется не так, то в любом случае, до царства духов в конечном итоге дойдет очередь, как только все близлежащие царства будут уничтожены, сказала Лань Ин. Хань Ли погрузился в задумчивое молчание на долгое время, прежде чем сказать.
Значит, если мы сможем позаботиться об этой королеве стимбареров, не только дьявольская армия отступит из царства духов, но можно будет избежать прочих больших будущих бедствий для царства духов. Действительно. Если бы угроза королевы стимбареров была устранена, царство старших дьяволов могло бы полностью прекратить свои вторжения в царство духов. Однако это невозможно сделать, если не вмешаются настоящие бессмертные, вздохнула фиолетовый дух. Это действительно то, с чем мы пока ничего не можем поделать. К счастью, похоже, что печать сможет продержаться еще некоторое время, так что нам просто нужно подождать и посмотреть. Хань Ли тоже покорно вздохнул. Это была серьезная проблема, касающаяся нескольких миров, поэтому было бы лучше оставить это существам стадии Великого Вознесения. Такой простой культиватор интеграции тела, как он, был плохо подготовлен, чтобы нести такое тяжелое бремя. Имея это в виду, Хань Ли перешел к другим темам и еще некоторое время болтал со всеми, прежде чем уйти с фиолетовым духом. После того, как Хань Ли и фиолетовый дух вышли из павильона и вышли из пышного леса, их встретили 8 дьявольских охранников в доспехах, которые стояли перед роскошной повозкой, запряженной животными. «Брат Хань, ты все равно возвращаешься в город, так почему бы тебе не поехать со мной в моей повозке? Мне нужно кое-что обсудить с тобой по дороге», — сказала фиолетовый духом. «Конечно, я тоже хотел поговорить с тобой кое о чем», — кивнул Хань Ли.